Всем доброго времени суток. Тема сегодняшнего нашего видео — покраска трубочек из бумажной лозы, газетной лозы. Вот, в белый цвет. Часто мне задают вопрос по поводу того, как я крашу. Давайте остановлюсь сначала на том, чем крашу, а далее будем работать. Покажу сразу, чем красила всегда. Красила вот такой вот фирмы Farbex. Скажу так, вот последнее время она мне совершенно не нравится. Во-первых, она плохо прокрашивает. Во-вторых, вот она какая-то, как-то вот трубочки какие-то, вот они то ли шершавые, то ли, нет такой хорошей эластичности. Во всяком случае, в последнее время вот эта вот проблема я заметила. Поэтому я решила немножко экспериментировать. И вчера купила 2 эмали для радиаторов, но одной и той же фирмы так получилось. Я решила попробовать. Взяла сначала маленькую баночку. Она закрыта еще. Вот. Попробую вот так вот вам показать. Вот. Вот фирма. Акрилово-радиаторная фарба, краска. Глянцевая, тонируется. Значит, и защищает от коррозии. Вот. Не знаю, конечно, как она будет себя вести. Значит, что у нас тут? Значит, честно, эти значки понятия не имею. В общем, суть не в том. Буду пробовать, какая она будет. Стойкость до температуры, швидко высыхая, быстро сохнет. Так, стойкая до мытья. Так, и можно ее, значит, как колорировать, то есть добавлять разные оттенки, там, колера, да. И еще такой же взяла фирмы, вот. Еще баночку не открывала, не знаю, как она себя поведет. Не, вообще открывала, но не пробовала. Тоже для радиаторов. Снежно-белая, глянцевая, тонируется. Вот. Не знаю, конечно, как она. Ну, первый эксперимент это будет над вот маленькой. Ну что, приступаем к покраске. Здесь у меня 125 трубочек. Это у меня будет чашка конфетница, загибку косу. Буду на канале. У меня, кстати, есть уже видео. В подсказочках вот тут вверху будет выплывать ссылка на эту загибку. Так, значит, беру ведерко. Сейчас откладываю пока это все наши ненужности. Раствора будет мало, приблизительно грамм, наверное, 200. Покладу я лак. Ну, 1,5 ложки. Больше не стоит. Потому что потом увлажнить их будет очень сложно. Но, во всяком случае, тем способом, которым увлажняю я. Вот. Сюда добавляем нашу эмаль новенькую. Вот. Гадости. Как вообще я ориентируюсь, только сколько мне нужно краски? Приблизительно на 100 грамм воды, где-то 125, вот так точнее, ну плюс-минус, я могу покрасить где-то около 100 трубочек. Я беру здесь 200 грамм воды. Почему? Потому что буду делать 2 купания. То есть раз покупаю и потом второй раз буду купать. Эмали приблизительно вот на 100 грамм я кладу где-то ложка. Ну, вот так вот. То есть я ориентируюсь. Здесь, ну, она такая, я скажу, довольно-таки не жидкая. Вот она. Вот
такая. Ну, не знаю, посмотрим. И вот кладу я вот одна. И покладу еще 2 ложки. Думаю, что этого достаточно будет. То есть полные такие вот ложки. Так. Здесь мы это дело оботрем. И хорошо перемешаю, потому что на дне лак, чтобы хорошо взялось. Ну, я думаю, что на 200 грамм полных 2 ложки будет достаточно. Мы будем видеть, кстати, сейчас дальше будем красить, еще моменты пару расскажу. И беру 200 грамм тепленькой водички. Можно сказать, ближе к горячей. Вот так вот чуть-чуть буду разбавлять. Еще раз. Так, хорошо нужно вот это. Ну, я смотрю, вот растворяется она хорошо. Ну, то есть нет вроде никаких комочков. Вот если я вот так вот сделаю по ведерке, вот так ничего нет. Слушайте, пока не нравится. Пока. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так. Выливаю. Ну, осадка я не вижу. Берем наши трубочки и вот так вот делаем купи-купи. Кстати, все сейчас экспериментально. Почему? Потому что пропорция все как обычно, но вот сам вот состав мне пока, для меня это ново. Ну, как вам сказать? То, что вижу. То, что вижу. Нужно будет двойное купание, то есть 2 раза буду красить. Сейчас оставлю на где-то на, ну, хотя бы полчаса вынесу на улицу, чтобы хорошо впитался вот этот первый раствор. Первым, которым покрасила. И у меня здесь еще осталось немножко раствора в этом. Буду красить 2-й раз. То есть вот почему я говорила, что я добавляю воды чуть больше, для того, чтобы 2 раза можно было покупать. То есть, если, допустим, мало у вас раствора осталось, замешивайте еще раз. Вот, пока я оставляю, пускай оно впитает в себя немножко, а дальше будем 2-й раз прокрашивать. Так, оставлю на полчаса, потом включусь, покажу, что у меня получилось, и уже тогда будем с вами смотреть результат по 2-му, потому что на данный момент мне мало цвета. То есть хочу, чтобы он еще белее был. Все, через полчасика, где-то час встретимся. Так, ну что, прошло у нас, наверное, с полчаса, где-то так. Давайте скажу, что на ощупь. Значит, на ощупь трубочка не шершавая. Блин, что же поставить-то? На ощупь не шершавая, гладенькая. Мне мака нравится, но все равно нужно двойное купание. Мне мало белизны. Я хочу еще, то есть будем еще раз купать. Одену перчатку, дабы не покрасить руки. Ну, хотя, в принципе, можно потом отмыть, не проблема. Значит,
тот же самый раствор, который оставался. Еще раз вот так вот хорошенечко. О, я вам скажу, вот теперь это лучше. Теперь это уже по симпатичней смотрится. Но все равно, знаете, что я еще сделаю? Оставлю вот так вот стечь минут 10. Лишнее, чтобы стекло. И второй раз туда же, вот видите, еще чуточку остался. И второй раз я туда же макну. Главное просто, чтобы стекло лишнее. Чтобы не оставалось ничего какая-то кака. Что ж такое? Вот. Вот прям видно уже, что... Ну, на камеру, я не знаю, вряд ли будет, наверное, видно. Хотя попробую сделать. Уже видно, что хорошо начинает прокрашиваться. То есть вот белый вот этот вот налет, он не шершавый, но он гладенький. Вот. Пока все нормально. Ничего не могу сказать плохого. Вроде стекло. Можно и не 10 минут ждать, можно и меньше. Вот главное, чтобы впиталось. Вот впиталось то, что мы покрасили вот второй раз. И в остатки жалко выливать. Белый. И вот так еще разочек. Не сильно шерудить. Вот второй, третий раз. Потому что, все-таки бумага пропитывается. И может задираться. Все. Вот это последний раз, который я крашу. Вот теперь мне нравится цвет. И теперь я знаю, что он будет белый-белый. Есть. А еще мой совет. Вот мой совет. Вставляю вот так вот, пускай стечет лишнее. Мой совет в белый цвет добавлять лак, который имеет какую-то защиту от лучей. Потому что все-таки белый цвет, он вот как ни крути, вот как ни верти, кто бы что ни говорил, он все равно будет желтеть со временем, но он будет желтеть. Мне так кажется, во всяком случае. Я не знаю, может у мастеров есть какие-то другие рецепты покраски в белый цвет, чтобы совсем не желтело. Если у кого-то есть, пишите под этим видео в комментариях. Я буду рада сама попробовать, естественно. Потому что я делюсь тем опытом, которым я крашу. И как бы в принципе, не могу сказать, чтобы они быстро желтели. Вот я смотрела как-то на свои изделия. Желтизна у меня появлялась, по-моему, через года... Я не знаю, года полтора, по-моему, что-то такое. В общем, и опять же таки, я использую на данный момент, вот, как бы так вам развернуть, вот такой вот лак еще добавлять могу. Вот. Он стойкий к стиранию, мытья и УФ-лучей. То есть он будет немножко защищать наши белые изделия от пожелтения. То есть мы добавляем все, что может защищать наш белый цвет. Также, у меня опять же таки нет, есть эмаль, не эмаль, а как же она, пропитка, по-моему, называется, тоже белая. Можно использовать ее. Единственное, я ее еще не покупала. Я не знаю, как она себя поведет. Я когда куплю, также покрашу в белый цвет. Посмотрим, что это за пропитка. В общем, я это все свои эксперименты буду выкладывать и буду показывать, что у меня получается и как получается. На данный же этап, что я могу сказать по поводу вот этой, что мы сегодня экспериментировали.
Укрывистость неплохая. Посмотрим, как она будет себя вести, когда уже полностью высохнут трубочки. Дальше я буду пробовать, не сегодня, конечно, позже я еще буду выкладывать видео. Вот эту эмаль попробую. Посмотрим, как она себя поведет. Сейчас эту, ну, в принципе, нормально. Посмотрю, как она себя будет вести, когда высохнет. Ничего плохого пока и хорошего сказать не могу. Пока 50 на 50 буду уже дальше видеть. Потому что по первому ощущениям, по первому покраске этой эмалью для радиаторов, я скажу так, что трубочки не шершавые, прокрашиваются, ну, в принципе, как и вот той краской для эмали Фарбексом, точно так же. Единственное отличие, что трубочки гладенькие в данном случае, в том случае трубочки у меня почему-то были всегда шершавые. И вот, ну, не всегда, вот последнее время какие-то шершавенькие. В общем, мне не очень нравилось. Посмотрим, как высохнут эти, скажу вам ответ. Почему? Потому что понимаю, что в любом случае хочется добиться реально белого цвета. Поэтому я экспериментировать не останавливаюсь над белым цветом. Я хочу, чтобы у меня реально был хороший белый цвет, гладенькая трубочка, приятная на ощупь. И все свои эксперименты я буду выкладывать, буду показывать, что получается, чтобы вы прекрасно, чтобы вы себе понимали, в общем, что делать и какую эмаль покупать. То есть, ну, я скажу так, это больше касается Украины, потому что живу я в Украине, и все свои эксперименты, будем так говорить, провожу на украинских наших красках, эмалях, лаках и всем остальном. Ну что, пока это на данный момент все. С этой эмалью мы разобрались. Покажу ее еще раз. Посмотрим, опять же, как она будет вести себя дальше. В общем, все еще будет впереди. Дальше впереди будет у нас эмаль вот эта. Не сегодня, конечно, может, попозже уже. Вот, пока что, как есть, так есть. Пока меня устраивает, а дальше будем посмотреть. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, здоровья, любви. Спасибо за вашу поддержку, подписку. В общем, всего вам самого-самого. Пока.